Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю вам связать укороченный свитер с капюшоном. Длина свитера 45 сантиметров. Связан он прессовым узором из шерсти, из мериносовой шерсти с акрилом толщиной 1600 метров на 100 граммов. Мне потребовалось 325 граммов, и вязала я в 2 нити. Я не рекомендую вязать это изделие совсем новичкам, потому что прессовый узор, он не так прост, как кажется. А рекомендую вязать тем, у кого уже есть небольшой опыт вязания на машине. Итак, переходим наконец к вязанию. Сейчас я покажу, как сделать подгиб и перейти на вязание узора перфокартой. Здесь нам понадобится только одна фантура, то есть это можно связать на любой однофантурной машине. Итак, я выставляю иглы, у меня 90 и 89 игл от нуля, в одну сторону 90, во вторую 89. Все это будет написано в файлике. И мы делаем обвитие. То есть сейчас я вяжу перед. Спинку я уже связала. Сейчас я вяжу перед обвитием. Так, я набрала всю длину обвитием. Ставим плотность 4, обнуляем счетчик, включаем рычажок счетчика и вяжем 18 рядов. Здесь, внимание, первые несколько рядов нужно будет выводить в переднее нерабочее положение иглы, потому что они могут слетать при вязании, а могут и не слетать, но я для подстраховки это делаю. Итак, вяжем 18 рядов. Так, здесь у меня 18 рядов. Это как бы первая часть подгиба, та, которую мы будем потом загибать. И для того, чтобы низ у нас был чуть-чуть плотнее, мы провязываем один ряд на плотности 3. Ставим 3, провязываем один ряд. Обнуляем счетчик, ставим на плотность 4 и вяжем вторую часть подгиба. Снова 18 рядов. Поехали. Готово. Сейчас мы будем навешивать край для того, чтобы получился, собственно, подгиб. Сейчас я сделаю зумчик. На черном видно плохо, но я постараюсь. Итак, нам нужно найти на самом краю петельки, которые были обвитием. Ищем самую крайнюю. Вот. Эти петельки — это такие косые петли. Вот их мы будем навешивать. Начинаем с самой-самой крайней. И просто сюда навешиваем. Но вот эту иголку в переднее нерабочее положение далеко не выставляем. Иначе потом нам придется опять возвращать. Вот примерно таким образом. Вот так, наверное, лучше видно. Ищем вот такую косую петельку. И навешиваем. И так до конца. И в конце будет один момент, что нам не хватит одной петли. Это закон, это в порядке вещей. На последнюю петлю я повешу просто край нитки. И все. Вот так до конца, таким образом навешиваем край. Вот, надеюсь, уже все понятно. Вот эту петлю сюда. Подгиб у меня сделан. Сейчас я покажу, как сделать плавный переход вот такой от подгиба к перфокарте. Это моя спинка. Я ее уже связала. Сейчас я буду вязать. Сейчас я вяжу перед. Петли края навешаны. Сейчас мы устанавливаем перфокарту. Узор на моей кофте связан по стандартной перфокарте из набора Silverit. Это номер 7. Выглядит она вот так. Ее можно сделать самому. При наличии перфоратора и ленты, соответственно, можно сделать самому. Либо второй вариант – это взять перфокарту номер 1. Она абсолютно простая, тут в шахматном порядке дырочки расположены. И при вязании нужно будет нажать вот эту кнопку L, рычажок L поставить. Он удлиняет каждый ряд, как бы удваивает его, делает его 2 раза. То есть по сути, то же самое получится. Ну, либо третий вариант, если у вас нет перфокарт и вообще машина не перфокарточная, можно выставлять иглы одну через одну и делать на них накиды.
2 раза провязали таким образом, поменяли потом те, которые были выдвинуты, обратно задвинуть, выдвинуть противоположные иглы и тоже 2 ряда провязать с накидом. Поскольку у меня перфокарточная машина, я показываю, что мы теперь делаем. Выбираю А вниз, ставим в перфокарточные устройства ровненько, чик, все, ровно установили. Прокручиваем, закрепляем вот таким образом, вот таким, чтобы верхняя была не сверху, а снизу, иначе она будет цепляться при прохождении через вход. Закрепляем ее. Одна клипса у меня уже в процессе эксплуатации поломалась. Ну, в общем, это ее свойств нисколько не испортило. Она по-прежнему выполняет свою работу. И отмотали обратно до единички. То есть, чтобы единичка у нас была первая. Закрепили этот ряд вот этой кнопкой. Вот этой. Эльку мы не включаем. Стоит на S. Здесь на кругляшочке мы закрепили начальный ряд. Ставим счетчик на 0, потому что мы теперь будем по моему расчету вязать. Но сначала мы должны сделать отборный ряд. Как мы это делаем? Мы вытаскиваем нить из каретки, убираем счетчик, чтобы он не засчитывал, боковые рычажочки на треугольниках и волшебный рычажок делаем, поднимаем каретку. При этом она вязать сейчас не будет, и скидывать рядов она тоже не будет. Она просто отберет иглы в том порядке, в котором они должны будут вязать. Итак, мы просто проводим для отбора игл. Туда и обратно провели. Итак, иглы я вернула на место. Провела считывающий ряд. Теперь мы закрываем каретку. Заправляем нить. Включаем счетчик. Проверяем боковые рычажки у нас на треугольничках. Здесь плотность 4. Здесь рычаг ставим на T. T это прессовый узор. Теперь в перфокарточном устройстве мы отключаем вот эту штучку. Иначе, если вы забудете ее отключить, то этот ряд у вас будет провязываться вечно. Все, отключили для того, чтобы узор считывался дальше. Все, можно начинать вязать. У прессовых узоров такая особенность, что они расширяют полотно, поскольку они делают много накидов, полотно в конце концов будет шире, чем когда вы вяжете гладью. Но при этом вам нужно будет связать гораздо больше рядов. То есть, например, если 60 рядов глади там выглядит вот так, например, ну, такая ширина, там, предположим, 12 сантиметров, то прессовым узором 60 рядов будет выглядеть примерно так, в 2 раза меньше. Еще на что хочу обратить ваше внимание, на боковые петли. Поскольку здесь делаются накиды периодически, да, через каждые 2 ряда, иногда боковые петли могут не провязываться, потому что на них будет накид, допустим, и когда вы быстро-быстро-быстро вяжете, накид этот может слетать и не провязываться. То есть особое внимание уделить боковым петлям, ну, просто посматривать на них, чтобы они не сваливались. Некоторые советуют выдвигать боковые петли перед каждым провязыванием ряда, но я считаю, что это не выход, потому что иначе у вас будет, потому что в этом случае у вас будет провязываться каждая петля боковая, и она станет длиннее, чем общее полотно, поскольку я уже рассказала, что прессовое полотно короче. То есть боковой ряд у вас станет вот такой волнистый, если все будут провязаны лицевыми, а основное полотно будет с накидами. То есть я советую просто поглядывать на боковые петли, и все. Теперь вяжем до горловины, если это перед, да, до горловины, где мы будем убавлять петли, либо если вы вяжете спинку, то до плеча, до убавления петель на скосе плеча. Я вяжу перед, поэтому я сейчас буду вязать до горловины, а потом каждую половинку вместе с плечом будем вязать отдельно.
Теперь мы довязали перед до 287 ряда и начинаем вывязывать горловину. Для этого нам нужно левую часть, то есть мы будем вывязывать правую. Для этого нам нужно левую часть перевести в переднее нерабочее положение. Все, мы до 12 петли справа от нуля все выставляем до 12, то есть она у нас еще будет провязана вот так. Обязательно запоминаем, на каком числе у нас остановилась перфокарта. У меня это 48. Это нам понадобится для того, чтобы, когда мы вывязывали вторую часть, рисунок не нарушился. То есть мы потом, вывязав эту часть, мы вернем эти иголки в переднее рабочее положение и точно так же проведем кареткой, запомним ряд этот, предварительно включив вот этот рычажок, и потом сможем уже вязать рисунок, не нарушив его. И сейчас я буду путем выведения игл в переднее нерабочее положение ввязывать горловину и потом плечо. Количество игл в каждом ряду, которое нужно выводить, у меня будет написано в файлике, который будет лежать под этим видео. Вы сможете его скачать. И на каретке обязательно нужно включить рычаги частичного вязания, для того, чтобы, собственно, эти петли, которые мы выводим из работы, этот и с другой стороны петли не провязывались. Теперь мы просто по моему расчету точно так же вяжем. При этом обязательно нужно каретку провести полностью через перфокарточное устройство, чтобы рисунок для следующего ряда считался. Иначе, если вы не доведете, то потом рисунок нарушится. Все, здесь делаем обвитие или не делаем, собственно, кто как хочет. И вяжем дальше. Я связала одну часть переда. Здесь плечо у меня, здесь горловина. Сняла ее на дополнительную нить. Сейчас я ее совсем сниму оттуда. И сейчас мы переходим ко второй части переда. Чтобы узор не нарушился, нам нужно начать его с той же строчки перфокарты, на которой мы остановились при вязании начала горловины с этой стороны. Вот этой. То есть мы ставим, у меня это был номер 48, на 48-ю строчку закрепляем ее вот этим рычажком, поднимаем опять волшебным движением каретку и проводим для считывания узора. При этом у меня включены рычаги частичного вязания для того, чтобы все петли не слетели. Итак, проводим. Перфокарта считалась. Теперь нам нужно вернуть иголки обратно в переднее рабочее положение. Включить, как мы обычно включаем все рычаги на каретке. И все, начинаем вязать. Сейчас я вяжу второй рукав. Один у меня уже связан. В рукаве нет никаких сложностей. Подгиб делаем точно такой же, как я показывала при вязании переда. Вот у меня один рукав уже связан. Единственное, для того, чтобы не нарушить узор, мы будем боковые петли просто выдвигать. Боковые иглы выдвигать, и на них будут образовываться петли. Следующий у нас на очереди капюшон. Его мы будем вязать из двух половинок. Вот это левая половинка. И правая такая же, только связана будет в зеркальном отражении. Начинаем с подгиба. Это подгиб, который как бы будет обрамлять лицо, если так можно сказать. Вот эта дырочка, в которую будет потом вставляться шнур или репсовая лента. Или если вы не хотите ничего туда вставлять, можно ее не делать. Подгиб выполняется абсолютно точно так же, как на рукаве, на переде и спинке. И убавления по расчету будут производиться путем просто перенесения крайней петли налево либо направо. Все, а потом
сшивается по вот этому краю. Это пришивается к горловине. Вот эта часть горловины вокруг. И все. Так, друзья, мы отвязали все детали, постирали, высушили и отпарили. Сейчас будем делать сборку. Вот это у меня перед и спинка. Одно плечо уже сшито. Сейчас мы будем делать второе. Так, вот это все потом у меня заправится. Все нитки это временно. Сейчас мы будем сшивать второе плечо. Нам нужно расположить детали лицом друг к другу. И сейчас будем навешивать. То есть сшивать я предлагаю на машине. Берем одну деталь и навешиваем одну деталь. Первую деталь лицом к себе, вторую деталь изнанкой к себе. Так, иглы навешаны. Теперь берем вторую деталь с плечом, которую мы будем соединять, и лицом к лицу первой детали таким же образом навешиваем на эти же иглы. Все, иглы навесила, убираем дополнительную нить. Оп, все. Теперь на каретке включаем плотность 10. Проводим один ряд гладью. Это соединительный ряд. Берем петли-уловитель. Косичкой начинаем соединять петельки вот таким образом. Так, вроде видно. Кажется, видно. Все. Этот шов у меня на изнанке, вот такой красивый. Красивый, ровный, вот так смотрится на лице. Но, по-моему, его вполне можно использовать и на лицевую сторону, такой шов. Сейчас будем пришивать рукав. Для этого нам нужно навесить сначала этот рукав. Лицом к себе размещаем. Мы знаем, что у нас на конечном ряду было 56, 0,56 петель. И точно так же размещаем, навешиваем петли на игольницу. Все петли навешаны. Теперь убираем дополнительную нить. Попутно у меня тут одна петля попыталась упасть. А, нет, это я пропустила. Сейчас я верну все на место. Все, теперь все в порядке. Все петли на иголках. И нам нужно навесить то полотно, которое мы уже сшили. Это перед и спинка. Как я делаю? Это очень просто. Ищем сначала центр. Центр это там, где у нас был шов плечевой. И навешиваем, собственно, на центр. Рукав у нас навешан симметрично от центра. Так, центральные. Потом я проверяю, соединяю нижние края. Примерно примеряю до края игольницы. И эти края навешиваю на правую часть и на левую.
Все навесили. И потом остальные уже, начиная от центра, примерно располагаем вот так. Все, я навесила основное полотно. Сейчас мы просто проводим кареткой на плотности 10 один раз. Все точно так же провели, взяли петлю-уловитель и точно так же закрываем. Все, мы пришили рукав. Вот такой аккуратный шов получился. Его еще отпарить, и будет вообще идеально. Петли капюшона навешаны. Теперь будем смотреть, как мы будем навешивать горловину. Вот эти нитки яркие, это середина горловины спинки и середина горловины переда. Поскольку я навесила правую часть капюшона, значит, мы должны и правую часть горловины навесить. От середины к середине складываем. То есть вот эту часть мы сейчас навешиваем. Но помним, что спереди капюшон у нас будет с небольшим нахлестом. Поэтому с вот этой части, то есть где у меня лицо, здесь будет перед, вот перед, и капюшон здесь со стороны лица. Здесь мы вторую половинку навесим с небольшим нахлестом. Помним про это и сейчас распределяем петли горловины. Я навесила части капюшона с нахлестом и основную часть изделия. Чтобы не запутаться, за какой частью должна следовать, в общем, сначала мы размещаем левую часть капюшона лицом к себе с нахлестом, затем правую часть капюшона тоже лицом к себе, да, лицом к себе, правильно, тоже с небольшим нахлестом, то есть не стык в стык они должны быть, а левая часть должна быть под правой. Вот это вот у меня правая. И затем я навешиваю перед и спинку по меткам. Это задняя часть, середина спинки и середина горловины переда. Вот здесь у меня получается. То есть она не должна быть здесь, потому что у нас здесь нахлест. Сейчас я вот эту часть соединю, так же, как я показывала косичкой, а потом все то же самое проделаю со второй частью горловины. Но теперь уже левая часть капюшона будет расположена на игольнице, и вот этот нахлест перейдет вот сюда. Так, вот я пришила капюшон, только что сняла с машины. Все получилось правильно. Правая часть нахлест, левая часть капюшона под ней, вот горловина, на спинке. На спинке тоже все хорошо. Сейчас мне нужно сшить заднюю часть капюшона, и можно сшивать боковые швы. Вот он, мой капюшон. Я его только что таким же образом сшила на машине. Вот он вывернутый. И, внимание, край вот этот, в который будет продет шнур, мы его наглухо не зашиваем. Мы его потом иголкой, матрасным швом закроем одну часть подгиба и вторую. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Надеюсь, вам все понятно. Буду очень рада, если вы свою благодарность выразите, поставив лайк. И еще один момент. В процессе вязания мне показалось, что выкройка получилась удачной, но я подумала, что можно сделать ее перерасчет на чулочную вязку. Тогда она будет несколько проще, и новички смогут тоже попробовать ее связать. Как вы считаете, нужно делать перерасчет или нет? Все, всем пока, большое спасибо.